Всех приветствую. Давайте запишем обзор, анализ, прогноз криптовалют. Какие важные события у нас случились за последние 24 часа и как изменилась цена на основные криптовалюты. По биткоину шорты и лонги остались на прошлом значении, но если смотреть за 2 недели, то по-прежнему шорты никуда не подевались и они только нарастали. За последние 24 часа больших позиций не открывалось и серьезных изменений в шортах и лонгах не произошло. Вместе с тем, что мы уперлись в уровень сопротивления и начали даже немного снижаться по биткоину, индекс страха у нас показывает больший страх, чем был несколько дней назад. Это еще не экстремальный страх, значение у нас теперь 26. Уже 2 дня подряд страх увеличивается. Ну и стандартная ликвидация у нас произошла. Около 50 тысяч трейдеров за 24 часа было ликвидировано на общую сумму почти 300 миллионов долларов. Основная часть из них это были лонгисты. Grayscale на этот раз выбрал другую монету для закупа. Все продает, кроме Линка. Линк он решил увеличить в своем портфеле. Что же касается ближайших событий, а именно сегодня, это листинг Cardano на новой бирже LCX, Chiliz на Index, Hydra Hashgraph листится на Bitrue и у них же обновление тестовой сети. Также стоит отметить, что сегодня произойдет листинг AMP на бирже Bitmart. Чем больше бирж, где торгуются данные монеты, тем больше будут объемы и интерес со стороны инвесторов. Не знаю, на что намекает Илон Маск, но в названии своего аккаунта после запятой после имени он добавил второй, second. Давайте пропустим оригинальные видеоигры, фильмы и сразу же перейдем к сиквелам. Намекает ли он на эфириум как вторую криптовалюту? Вполне возможно, что да. Также стоит отметить, что он ответил на твит Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine опубликовал высказывание SEO Кракена, что биткоин зеленый, и то, что Илону следовало бы подучиться. И на этот твит Илон Маск ответил, на чем основана данная информация. То есть он уже в курсе того, что в последние дни эта тема часто продвигается, о том, что биткоин наполовину стал зеленым, и возможно, если он углубится в тему и подтвердит то, что биткоин стал зеленым, возможно, он и твитнет что-нибудь в поддержку биткоина. Также из новостей у нас высказывание Моргана Стэнли. Цифровой евро опасен для банков. Аналитики американского банка Morgan Stanley считают, что все банки мира могут лишиться около 8% денег с депозитных счетов из-за цифрового евро. А в небольших странах эта цифра может достигать и больших значений. Напомню, что решение о выпуске цифрового евро будет принято совсем скоро. Глава ЕЦБ Кристин Лагард примет решение по этому вопросу в середине 2021 года. Всемирный банк отказался помогать Сальвадору с распространением биткоина. Мы полны решимости помогать Сальвадору различными способами, в том числе и обеспечение прозрачности валют и регуляторных процессов. Власти Сальвадора действительно обращались к нам за помощью по поводу биткоина, но это выходит за рамки возможностей Всемирного банка. Сальвадорцы хотели сделать так, чтобы биткоин признали вторым официальным платежным средством, но Всемирный банк им в этом отказал, но, видимо, пока так и останется неофициальным. Центробанк Индонезии запретил банкам использовать биткоин для платежей. Данный запрет основан на Конституции, а также законах о банках и валюте. Но это логично, если в законах не прописана криптовалюта, естественно, она будет противоречить существующим законам. Нужно либо переписывать законы, либо по-другому никак. Данная страна также анонсировала планы по выпуску национальной цифровой валюты. Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис раскрыл инвестиции в биткоин. И если кто его не помнит, то вот так выглядит данный товарищ. По сериалу достаточно веселый парнишка. Барни Стинсон. Помню тот момент, когда я впервые услышал о биткоине. Я, как и большинство людей, не полностью понимал, о чем идет речь. Но цена тогда была настолько мала, что я решил попробовать вложиться, не рискуя слишком многим. Это хорошо, что он так открыто заявляет о том, что держит часть накоплений в биткоинах, хоть и небольшую. Это может привлечь внимание таких же известных и богатых людей к миру цифровых валют. Как говорится, рубрика «Что и следовало ожидать». В Казахстане построит майнинг-центр мощностью 16 мегаватт. Этот майнинговый центр будет детищем американцев и казахов. Строительство запланировано на июль 2021 года. Стоимость всего этого дела будет $2 миллиона. Также уже идут переговоры о финансировании и строительстве дополнительного объекта мощностью 50 мегаватт. Это все благодаря запретительным законам и действиям китайцев. Майнинговые мощности просто переползают в соседнюю страну.
а с финансированием и не возникло вопросов американцев в деле. Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах. Находящийся в испанской тюрьме предприниматель Джон Макафи сообщил, что от его криптовалютного состояния ничего не осталось, а все другие активы конфискованы. Вполне возможно, что этот усатый бородатый дядька просто врет, чтобы все не конфисковали. США считают, что я припрятал криптовалюту. Я бы хотел, но она постепенно растворилась благодаря многочисленным рукам моей команды, а все остальные активы конфискованы. Мои друзья испарились от страха перед общением. У меня ничего нет, но я ни о чем не жалею, заявил Макафи. Его арестовали в октябре 2020 года в Испании по запросу властей США. На него подал в суд СЕК за продвижение ICO проектов, а Минюст США за уклонение от налогов. В марте 2020-го на него подали в суд и обвинили в мошенничестве и отмывании денег. С таким бэкграундом только и верить Джону Макафи о том, что он потерял криптовалюту. Вглядитесь в его честные глаза. Припрятал все до лучших времен. СЕК повторно продлил рассмотрение заявки в АНЭК на запуск биткоина ETF. Его перенесли на июль, а начали рассматривать заявку еще 18 марта 2021 года. Глава General Motors не исключила продаж автомобилей за биткоин. Они заявили, что вполне возможно будут продавать автомобили за биткоины, если этого захочет покупатель. Ничто не мешает нам это сделать, мы будем руководствоваться нашими клиентами. Это отличное заявление, что они открыты, конечно, к оплате биткоинами, но что им мешает просто разместить на сайте значок биткоина? И это было бы очень хорошо для всей криптоиндустрии. Одно дело просто заявлять, ну если принесете биткоины, то мы вам продадим машину за них, а другое дело уже официально прям разместить там значок, добавить в способы оплаты, это уже другой разговор был бы. А так в принципе неплохо, что они хотя бы вообще не открещиваются и не отказываются. Онлайн-банк Revolut запустил торговлю 9 DeFi токенами в мобильном приложении. Недавно они добавили Dogecoin, на этот раз они добавили вот эти еще 9 токенов. Достаточно популярны, то является отличной новостью. Всего уже там 40 токенов, и они постоянно расширяют возможность покупки все новых и новых. И последняя новость на сегодня, но не слишком уж она хорошая. Биржи Южной Кореи проводят делистинг криптовалют по требованию регуляторов. Биржи Южной Кореи начали удалять со своих площадок цифровые активы с высоким уровнем риска. Подразделение финансовой разведки связалось с 33 платформами для торговли криптовалютами. Ведомство предупредило, что 24 сентября будет проводиться проверка на соответствие этих бирж требованиям закона о финансовых операциях, который вступил в силу в марте этого года. По-видимому, пока это касается не всех криптовалют, а только каких-то щитков. Так, например, биржа Upbit уже исключила из листинга криптовалюты проектов Mara, Paycoin, Observe, Solve и Quistock, что спровоцировало резкое снижение их стоимости. Кроме того, 11 июня Upbit выпустила предупреждение на своем сайте в отношении 6 криптоактивов, сообщив о проведении проверок, которые могут занять около недели. Так что будьте осторожны, если торгуете всякой ерундой неликвидной, то в любой момент их могут просто начать делистить с бирж, и их курс укатается в район нуля. Теперь посмотрим, что у нас происходит на графиках криптовалют. В частности, начнем с биткоина. И у нас здесь пока что все идет по плану. Снижение продолжается. Мы затормозились на скользящей средней, немножко отскочили от нее, и снова сейчас красная свеча, которая, стоит понаблюдать, пробьет ли она скользяшку. Если пробьет, то открыта дорога дальше лететь вниз. Пока все по основному сценарию, с целями на предыдущие лои. Что у нас по эфириуму? По эфириуму такая же история. Нарисовали такой своеобразный треугольник уже давно, и он находится в границах данных значений. Снова отскочили от нижней границы, и сейчас, думаю, будет тест очередной данной границы. Стоит понаблюдать, если также мы пробиваем его, то препятствий становится все меньше и меньше на то, чтобы дальше идти вниз. Пока также в рамках размеченной структуры цели предыдущий лой каких-то повышенных объемов и отскоков пока не наблюдается. Прогноз по эфириуму в силе. Что у нас по Ripple? По Ripple также мы все не отклеимся от данного уровня сопротивления, уровня поддержки, но здесь можем провести еще вот такую трендовую. В этот раз мы почему-то даже и не дошли до уровня поддержки. У нас здесь тоже вполне возможно организуем тут и треугольник какой-то. Но пока здесь также в приоритете снижение, но
Естественно, стоит понаблюдать, как мы отторгуемся здесь на уровне. Мы не пробиваем его и не отскакиваем. Идет такой своеобразный флэт. Объемов также нет, чтобы говорило, например, о какой-то жизни в этой проторговке. Пока все тухло. Биткоин-доминация у нас уперлась в потолок. Импульсы все меньше и меньше были. Сейчас опять рисуем маленький, на этот раз еще меньше. Вот мы хаи пока что не пробиваем и по-прежнему рисуем дивер. По идее, все это должно спуститься вниз. Я думаю, в скором времени доминация должна у биткоина понизится. Посмотрим несколько монет из комментариев. BitTorrent вчера попросили, что у нас здесь из старых прогнозов. Это разволновка у нас давнишняя, но она пока что еще в силе. Здесь мы, видимо, как раз были в тот момент, когда рисовали, и нам нужен был заходной, чтобы хотя бы рассмотреть возможность на лонговый вход. Вот здесь мы получили что-то похожее, даже немножко объемы выросли. Дивер такой неплохой. Но мы, как видим, здесь тоже нашли поддержку. И потихонечку липнем и липнем к ней. Вообще похоже вот на такой треугольник. Такие формации пробиваются вниз. По структуре падения так-то вообще, может, уже и завершилось. Вот этот лой мы так и не пробили. И здесь, возможно, была укороченная такая пятая волна. Вот это может служить заходным импульсом. Правда, у нас объемов-то особых нет. Давайте посмотрим, сколько это все дело длится. Но вот это очень похоже на заходной импульс. Вполне вероятно, что после разрешения ситуации в данной зоне пробьем ее вниз или наверх. И если мы не обновим лой, то данное движение вполне можно будет считать за вторую волну. И, следовательно, нас будет ожидать третья, четвертая, пятая дальше. Что касается, так сказать, торгового решения, что бы сделал я в данной ситуации. Сейчас бы я точно не входил, так как здесь движение нисходящее. Стоит понаблюдать. Есть возможность пробития данного своеобразного треугольника вниз, поэтому покупать прямо здесь это было бы опасно. Нужно здесь локально дождаться, когда мы выйдем за границы данного треугольника, протестируем его, и где-нибудь вот здесь вот уже можно будет брать с походом наверх и лой там за основание, уж как обычно. Пока перспективы у данной монеты есть, и по мне так здесь больше просматривается вот такой вариант снижения с волной, связкой в виде треугольника внутри коррекции WXY. Здесь еще может быть какой-то отскок, нужно будет понаблюдать. Такая пограничная ситуация, здесь возможен отскок, и уже это будет подтверждением того, что мы имеем треугольную формацию. И если тем более это будет пробиваться вниз, здесь точно нужно будет смотреть на возможность разворота и наличие заходного импульса. Так-то есть вариант здесь прикупить, но нужно подтверждение дождаться по BitTorrent. Давайте еще Waves посмотрим, по Waves. Написали, что он тут идет сильнее рынка. Смотрим, что у нас здесь происходит на месяце. Ничего интересного. Но на Waves, в принципе, как и по другим монетам. Здесь мы имеем попытку пробить скользяшку. Нужно понаблюдать, как мы завершим ближайшие свечи. Сможем ли мы здесь закрепиться? Протестируем ли мы ее и пойдем выше, это будет отлично. Но также есть вариант, что это будет ложный пробой. Например, мы пробили ее и сейчас красными свечами пойдем вниз. Здесь также стоит понаблюдать, что-то однозначного сказать сложно. Ну, из того, что видим на графике, давайте прикинем. То у нас тут индикатор, в принципе, растет. Объемы это дело все не очень подтверждают. Также есть два варианта. Либо мы коррекцию в данном движении завершили и имеем сейчас 1, 2, 3, 4, 5, дальше пойдем. Либо это всего лишь волна А в коррекции, и мы находимся в четверке, после чего мы пойдем в пятерку. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут локально. Из какого-то торгового решения я бы здесь пока не стал залетать. Нужно посмотреть, как отторгуется вот эта ситуация с скользящей средней. Потому что по индикатору вроде все неплохо идет. Если мы начали развивать здесь третью волну, то ее зона находится вот здесь. То есть может еще немножко забросить наверх. Но объемы это дело все не подтверждают. Но на Waves, кстати, объемы тут какие-то очень противоречивые. Самые большие объемы не на третьей волне, а вот здесь вот. И даже на дневках. Вроде растем, а объемов нет. Давайте глянем на другой бирже, может. Waves USDT. Но мы здесь и смотрим. Давайте на Кракене. Нет, здесь объемов никаких нет. Расчетные. Тоже ничего нет. Неестественный рост какой-то. Но если не смотреть на объемы, вообще их вот вырубим. Чисто по индикатору, то вот 1, 2, 3, 4, которого не должна заходить за пик волны 1, и 5. Потом все это дело будет корректироваться. И еще что-то я хотел посмотреть. Chiliz, да. Они вместе с Шибой были залистены на Coinbase Pro, и благодаря этому образовался рост. Но
этот рост какой-то неестественный. В прошлый раз мы смотрели, так, объемы надо вернуть. В прошлый раз мы смотрели и ждали, когда будет здесь импульс. Его у нас не случилось, и мы начали сливаться вниз. Получили 3 волны наверх, и это значит, что вполне вероятно, что это коррекционный характер движения. И здесь мы видим по-прежнему одни тройки. Это очень похоже просто на коррекцию. Здесь тройка, здесь тройка и даже здесь тройка. Все это дело нам говорит о том, что больше вероятность у нас пойти вниз. Единственное, что против этого, это вот эти объемы, которые мы получили на новостях про Coinbase. Если бы этих объемов не было, то здесь классическая коррекция с продолжением снижения вниз. Поэтому пока все это дело выглядит данным образом. Сейчас посмотрю, куда у нас может прийти движение, но оно как раз и пришло уже к цели. Вот оптимальная зона, куда приходит завершающая волна Y. Можем и выше стрельнуть, конечно, но пока все выглядит данным образом. Потом в приоритете будет снижение вниз. Что еще хотел посмотреть? Вроде бы все, но давайте еще шибу гляну. Что мы вчера там рисовали, понятно, они же вместе были залистены. Что-то у нас изменилось или нет? Ну, по шибе другая немного структура, и она пока в принципе не сломана, как мы вчера рисовали. Что у нас здесь имеется? 1, 2, 3. Сейчас мы идем в четверке. Пришли в расчетную зону, но в ней еще не развернулись, пока летим вниз. Входить здесь пока рано. Здесь можно будет рассматривать вариант на вход, если мы не пробьем пик волны 1 и при этом нарисуем где-нибудь такую штукенцию. То есть такой заходной импульс, как обычно. И тогда уже можно будет рассматривать лонги. Думаю, такое может быть где-нибудь в районе вот этой скользяшки как раз все это дело встретится. Поэтому по шибе лучше выглядит движение, чем по чилизу. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!